Аккуратно, Алиса, осторожно, осторожно. Какая красотища, да? Наша предпоследняя остановка, и скоро мы уже будем возле подъемника. Боже, здесь все дно видно, здесь какой-то просто подводный сад. Озеро Ледниковое. Холодная Реально, я она. бы поплавала, особенно вот там с пирса прыгнуть, где глубина. Но здесь никто не плавает, видишь, из-за парусника. Мы на фуникулере поднимаемся в неимоверное место, Бахинское озеро, как на ладони. Мы заказали с Алисой грибной супчик. Горячий-горячий. В кабинку набилось 50 человек. А я покажу. А тебя там не видно. Здесь, короче, ни знака, ничего нет. Вот такой карман. И уже мне повесили штраф. В пакетике от дождя. Ну, понятно, капец просто. Всем доброе утречко. Мы покинули Словению и не заметили, как уже едем по горам Италии, по серпантинам. Буквально еще пару часиков, и мы будем в нашем новом жилье. Я уже, если честно, устала страшно. Я уже ничего не вижу, хочу просто лечь и отдыхать. Наши апартаменты я бронировала на букинге. 310 евро за 3 дня. И это небольшой горный поселок под названием Лейви. Трое суток за рулем, почти не спали, голова вот такая. И мы приехали раньше на пару часов до заселения. И сейчас просто шарандаемся по городу, не купались, вещи не разгружали. Ждем, пока хозяин нас заселит. Мы вышли сюда вниз, на набережную, в Кьяваре. Красиво. Привет! Кьяваре – небольшой городок на берегу Лигурийского моря в провинции Генуя. Устала ужасно, мы все устали. У нас спали только дети в машине. Алиса, это мой кофе, Алиса. Я уже буду пить, хорошо? Нет, детям нельзя, все, Алиса. Позвонила хозяйка дома, сказала, что она нас уже ждет, и мы поднимаемся буквально 6 километров в гору, и мы в Лейви. Мы добрались, это наше новое жилье в Италии, небольшой домик, это агротуризм, оливковые рощи вокруг и, ой, балкон, сквозняк, и вид на море. Идем покажу. Это первая комната, такая вот, и с шикарным видом балкон. Заходим, приходи. Просто такой панорамный вид на город, на оливковые рощи, на поселок, красотища, свежий воздух, столики. И у нас двухуровневые апартаменты, сейчас покажем второй этаж. Нереальный пейзаж с нашего балкона открывается. Я стою, и вот у меня аж дух захватывает. Ку-ку. Уже подготовились, да? Ну идем вторую комнату смотреть, да? Беги, Алиса, наверх. Здесь вот такая лесенка идет. Это будет моя кровать, это Алиса. Здесь уже скандал, короче. Это моя. Здесь ругня полным ходом. Ладно, все, тихо, это не важно. Книжные полочки. Мансарда. Есть шкаф, вот такой вот небольшой. Это мансарда, верхний этаж. Так выглядит комната на втором этаже. Здесь есть 4 кровати, на этой буду спать я, на той Алиса. Нет, на этой я. Но они уже, да, переругались. Об этом мы поговорим потом. Есть вот такой вот шкаф, но это из мебели. Спасибо, Алиса. Дальше есть еще 2 вот таких вот более низкие, маленькие, как матрасы, кровати. Но нас попросили их не занимать, так как в отеле много людей, и сказали, что, возможно, скорее всего, придется их забрать и действительно... В общем, мы их отдаем, они нам не нужны, да. Ну, я хотела сначала под лестницей, но нам сказали.
Сюда и, в принципе, ну, вот только полочка и выдвижное окно наверх, но мы его еще не пробовали открывать. В общем, мы решили, обычно ж я сплю с Алисой, а тут я хочу сделать исключение, я буду с Наташей внизу, Наташа, да, наверное. мы очень рады, признательны, мы будем А вы будете, это будет ваша комната наверху. только все. Окей? И не ругаться, и не орать. Вот такая винтовая лестница идет вниз, и мы попадаем в кухню. Здесь кухня, она небольшая, но такое все функциональное. Есть микроволновка, есть газовая плита и холодильник. Идем еще раз на улицу, выйдем. Здесь есть вот такая общая терраса для всех гостей. И дальше внизу в оливковых рощах бассейн. Покажем немножко позже. А здесь есть мангальная зона, тоже с панорамным видом. Вот такая уличная кухня общая есть. Алиса нашла уже детские качельки. Бассейн. Жаль, что вода не подогревается. Нет. Ты должна выздороветь мне до лайнера. Ясно? Ну, прохладно. Конечно, прохладная. Уже ж осень. Это вся моя поза на сегодня. Все, у меня уже сил нет. Даже вставать отсюда не хочу. Да, Давай дочь? поехали. Мы проехали. Сколько, Наташ, мы проехали? 2500 километров. Фу. Давай полезем. Это мини-отель с потрясающей территорией. Здесь прям дышится так легко. Номеров немного, мне очень нравится. Обошли мы все угодья. Где твоя сестра? В доме. Что делает? Не знаю. Наш балкончик вон тот вот, самый верхний. Все, мама села, мама уже не встанет сегодня отсюда. Банка. Алису помыла, кушать варим, готовим. Да. И маму сегодня уже не трогать, наверное, не кантовать. А кто там сзади? Там тоже соседи живут, поэтому нужно вести себя прилично. Ну что, слава богу, мы доехали, я так рада. Мы здесь 3 дня проведем. Увидим очень много красивых мест, увидим Портофино, увидим Геную. Генуя вообще такой портовый город классный. В общем, будем отдыхать. Вечерняя служба в храме. Так, у нас сегодня ужин по-спартански. Сварили по-быстренькому картошку, колбаску, салатик покрошили. Все. Тая у нас сегодня не с нами, она устала. Но завтра она будет нам помогать что-то делать. Мне сегодня уже ничего не хочется говорить. Мы просто сидим на этой веранде и любуемся пейзажами Италии. Покажу вам небо. Я такого вообще никогда не видела. Это видео без фильтров. Папа, уложи, пожалуйста, спать этого человека в гаджетах. Всем доброе утро. У нас завтрак. Завтрак тут такой спартанский. В основном булочки, хлопья. Ну, я такое не ем. Пару помидоров, колбаска, сырик. Все. И кофе. Кофе, чай. Алинка где? Да, Алиса, как обычно, сладкая. Вот. Такую красоту сделала Алиса себе сама. Я позавтракала дома, поэтому здесь только хлеб взяла. Завтракаем и едем в Портофино. Но об этом уже в следующем выпуске.
Я думаю, мы будем завтракать дома, а сюда с Наташей приходить пить кофе.